Здрасте, с вами как всегда Даня Крастер и команда БНБ. Сегодня мы нароем динозавров и сожрем их. Кулинарная палеонтология, никак иначе. Погнали, будет интересно. И вот мы уже добрались на Путиловский палеокарьер, где будем сейчас заниматься всякими непотребствами, которые нам потребуются. Андрей, здравствуй. Привет. Здравствуй. Мне кажется, стоит пару слов рассказать о том, чем ты вообще занимаешься, потому что кроме твоей причастности к боев я ничего не знаю, да и со зрителями познакомимся. Сложно объяснить, как от боев я перешел к любительской палеонтологии, но я попытаюсь. Дело в том, что всегда меня преследовали странности. И что касается особенно увлечений. То есть я давно всякое коллекционирую. И очень привлекает именно история, чтобы была у вещи. История. Ну и что может быть древнее, чем всякие микроорганизмы. Согласен. Которые сдохли по какой-то причине. В общем, и вот наши друзья, палеопарк, Путилова. Антон, привет. Здесь прям могут организовать непосредственно прикосновение к ней самой, к истории. То есть сегодня будем копать трилобитов. Так, а как они соприкасаются с нашей историей? Почему мы с них начинаем? Ну, на самом деле, просто решили начать, потому что прикольно. Понял. В принципе, чего бы и нет. Погнали копать. Мы уже упомянули о том, что видос сегодня необычный. Мы поставили себе цель не просто покопаться в палеонтологии, а еще и сварить уху из доисторической рыбы. Просто потому что можем. Но для ее выполнения нужно эту самую рыбу найти. Если при обычной рыбалке ты едешь на пруд и точно знаешь, какая рыба тебя ждет, ну или плюс-минус, то с древней дела обстоят куда сложнее. Путиловский карьер, с которого мы сегодня начнем, должен помочь нашему нездоровому аппетиту. В 1712 году здесь открыли месторождение известняков, которые сформировались 450 миллионов лет назад. Из этого известняка, к слову, построили кучу памятников архитектуры, вроде Петропавловской крепости в Питере. А уже в наше время здесь расположился палеопарк, в котором можно найти трилобита, о котором упомянул Андрей. Че вообще за трилобит и как он связан с рыбой, спросите вы? Для любого палеонтолога ответ очевиден. 450 миллионов лет назад, в ордовикский период, территория Санкт-Петербурга и Ленобласти была дном огромного моря. А главными обитателями этого моря были те самые трилобиты. Жили они недолго, но успевали вырасти за это время примерно в 1000 раз. В голове у них находился желудок, и панцири были такими прочными, что эти пацаны, умирая, постепенно окаменевали, тем самым сохранившись для нас почти в первозданном виде. В общем, где есть трилобиты, там давным-давно была вода. А где была вода, по-любому должна была быть и рыба. Го копать, а то запизделись. Ну вот, смотрите, торчит панцирь у нас. Вот кусочек. Вот еще какие-то эти фрагменты. Вот продолжение, вот видите, было тело полностью, видите, вот профиль пошел. Значит, он лежал вот так вот. Вот это раскололи мы его поперек. Жаль. То есть вот в этом куске нет, что жаль, можно его склеить обратно и сделать. Вот продолжение в этом куске есть. Полноценный, да? Да, он целый. Кстати говоря, если позволите, уровень цинизма, который присутствует в палеонтологии, меня поражает. Потому что я в свое время приобрел себе в коллекцию череп саблезубого кота, а там очень такие тонкие ажурные клыки. И я начал заебывать человека палеонтологического. Я говорю, блин, а если что случится, с ним сломаются эти клыки, они же тонкие. Он говорит, да вообще поебать. Говорит, ты в принципе можешь его бросить на пол, расхуярить. Мы его заново склеим, говорит, вообще как бы никто ничего не поймет. Я говорю, в смысле, как так-то? Он говорит, ну мы их, представляешь, как находим? Говорит, груду песка из этого типа собирается, поэтому без разницы. Вот, зацени. Это кто? Головоногий? Головоногий, моллюск. Головоногий моллюск. Ему больше 100 миллионов лет по-любому, да? 450. 450 миллионов лет. Я сейчас трупик держу, который... Жесть вообще. Ну, это очень сложно представить мне, на самом деле. Просто в голову уместить, что эта штука там 500 миллиарда лет назад жила, ползала, что-то тусовалась все по своим делам. Потом легла и отдохнула так. Здесь нормал. 100 тысяч миллионов миллиардов лет, смотри, вот ты ракушку нашел. Видал? А вот интересный вопрос, из какой породы мы достаем их? Раньше же море было, да, это, по идее, то, что осело, ну, ил морской. Да, известняк образуется в основном от того, что насадки на дне моря оседают.
Это органика, водоросли разные микроскопические там и так далее. То есть это, по сути, все карбонатная порода Да, какая-то? это и есть карбонатная порода, все правильно. Ну, я думаю, мы нашли все, что смогли на данный момент. Немного еще покопаемся, а потом двинем в лабораторию. Там будет интересно. Угу. Угу. О, красавец. Трилобит раздобыли, а значит мы приближаемся к заветной цели. Что касается профессии палеонтологов, это адский труд. После часа работы киркой туловка просит пощады, но, как оказалось, мы только начали. Чтобы привести найденную окаменелость в приличный вид, нужно потратить дохера времени. И для этого здесь есть целая лаборатория, в которую мы сейчас и отправимся. Думали свалить от инструментов на природу. Ну да, ну да. Что это такое? Это место названия имеет пневматический отбойник, это наше название, пневматическая ручка, пневматический гравер. Ну, грубо говоря, да, это пневматический отбойник. Что-то типа маленького отбойного молоточка. Ну, очень похож на штихель, на самом деле, от которым гравировки делают по металлу, по большому счету. Да, Мне в кажется, принципе, то же самое, это да? по большому счету переделанное есть. Ага. Жужжит. Прям нормально так. А камень он грызет. Просто как масло вообще. Можно попробовать? Да. Кайф. Сейчас я тут трилобитов поналомаю. Как к тебе подлезть-то? Ты смотри, какие образцы здесь вообще находили. Это же просто космос. Найденный нами трилобит до музейного экспоната, конечно, не дотягивает, но в инете можно найти образцы, цена которых в некоторых случаях доходит до сотен тысяч рублей. Тем ли я вообще занимаюсь? Вот этот трилобит такой 1300 обойдется. Но он в идеальном состоянии, считаю. Да, абсолютно. А он тот под 500 000, может даже больше. Редкий вид, к тому же еще. Ну вот у них же еще виды есть. Офигеть. Куча разных. Просто офигеть. Ну вот этот мне просто больше всех нравится. Он прям инопланетянин, такой ктулху маленький. Да, на взлет пошел. И слово у нас. Танатоциноз. Что значит? Скопление смерти. Ага. Когда на одном фрагменте породы есть несколько организмов, которые умерли одновременно, ну, там, видишь, их там они расплющило, не знаю, или просто они рядом скукожились и померли. Вот это называется танатоциноз, скопление смерти. Звучит страшно, но все равно похоже на член. Ну, так-то да. Я думаю, нет. Пацаны-то местные, естественно, они, потому что на член похоже сюда поставили. Вряд ли они подразумевали что-то научное высоко. Ну, трилобиты — это супер кайф. Это, конечно, все хорошо, но у нас же сегодня задача ухи похавать с динозавра. Ну, конечно, самое главное первобытное чувство – это попробовать на вкус, поэтому Все сожрать. все сожрать, конечно. Я тебе, человек, который пробовал мамонта, заявляю официально. Мамонт в следующий раз, а сейчас погнали на следующую точку. Погнали. Я долго тут шататься-то буду, я не понял. С трилобитами мы разобрались, но рыбы здесь не оказалось. Не беда.
Раз вся Ленобласть когда-то была дно моря, значит нам просто надо поискать ее в другом месте. Вот только на обычной карте ты такого места не найдешь. Палеонтологи используют геологические и прочие специальные карты. Но даже если такая попадет тебе в руки, шанс найти что-то минимален. Поиск древних окаменелых существ — это как поиски клада. Тут нужен огромный опыт и багаж знаний. Но даже зная, где копать, без удачи операция обречена на провал. Посмотрим, обернется ли она нам сегодня. Тем более ребята из палеопарка согласились показать нам одно секретное место. И вот тем временем мы добрались до реки Сясь. Андрей, зачем мы здесь? Меня больше интересует, что за название, кто его придумал. Сясь? Да. Странное какое-то, действительно. Я без понятия. Но, тем не менее, здесь водились очень редкие рыбы девонского периода. Это очень давно было. С кем водились? Да с кем только не водились, на самом деле. Вот. Сейчас будет много странных слов. Готовься. Дивонские? Дивонский, вынос конуса или конус выноса. Ага, червяк в масле. Ну, это мы привыкли. Вот это вот все сейчас придется нам с тобой воспринять. Вот. Ну, а дальше, надеюсь, у нас из этого получится какой-то ужин. Какое-то яство, Яство. древнедоисторическое. Ну, погнали, в общем, копать. Погнали. Если в первой локации мы говорили про ордовикский период и известняк, то в этом месте палеонтологи ищут существ, обитавших 350 миллионов лет назад. И находятся они в глине. Этот период зовется Дивонским. Еще в палеозойской эре был каменно-угольный, силурийский, кембрийский и даже пермский период. А помимо палеозоя была еще куча эр, и в каждую из них планету кто-то донаселял. Вы себе даже представить не можете, сколько информации хранит в себе Земля под нашими ногами. Палеонтология и геология вдруг стали гораздо интереснее. С возрастом к Земле, видимо, тянет. Когда ты ешь смерть, ты на самом деле ешь глину. Да, она абсорбирует все в себя. Да-да-да, это сорбент. А если ты в Африку поедешь, тебе вообще на стол, как дорогому гостю, поставят цветные глины, и это тоже местный деликатес. То есть нам ничего не стоит сейчас взять и попробовать съесть вот эту вот глину, только не кембрийскую, да, в данном случае девонскую. Все, продано, давай, погнали. Друзья, тест для первокурсников геологического факультета. Бутерброд с девонскими абсорбирующими глинами. Пробуем. И как оно? Вот. Мне кажется, не наиграно вообще. Можно мне космонтаж? Вообще, конечно. Блять, мне все слиплось. Выглядит как нутелла, только с черникой и смородиной. Северная нутелла. Парень, дайте я тоже попробую. Смех там. И мне оставьте. Я чую смех там. Оставь мне тоже, Леш. Хрустит на зубах. Угу. Красота. Ну реально смех-то. Как ем или что ты хочешь? С хлебом. Ты только за. Он надо запить водой. Знаешь, какой привкус? Как будто меня наебали. В этот период в воде плавали дунклеостеусы. Это херобора длиной 10 метров, которая может перекусить современную акулу чисто в прикол. Аммониты всякие, это моллюски со спиральной раковиной, которые ты по любасу где-то замечал. И еще куча всяких пластинокожих, кистеперых, двояко дышащих и прочих рыбех. В общем, в те времена в морях был настоящий шведский стол для любого рыбака. Может, и нам фартанет. Ха-ха! Попался, сука! По реакции опытных палеонтологов видно, что находка представляет ценность. Ребят сказали, что многие годами мечтают найти целую бошку батриолеписа, а нам, дилетантам, хватило одного дня. Ну, что тут скажешь, новичкам везет. Это, кстати, и есть батриолепис, которого мы будем сегодня хавать. Я максимально оттягивал его название, потому что его хрен выговоришь. Людям с нарушением речи в палеонтологию лучше вообще не соваться. Ну, короче, мы его едим сегодня, я правильно? Целиком. Тогда сама выбрасывай в речку, да, пусть живет. Вместо него вот этого сварим. Ну что, мы где-то провели час на вот этих вот отложениях дивонских глин. Нашли достаточно интересный образец, как ребята сказали. Ну, во-первых, один большой, который мы запаковали, и второй, который сохранился не так хорошо. Вот здесь видно какие-то ороговевшие, точнее даже окаменевшие
роговые пластины или панцирь, что-то было вообще ничего не понятно. Сейчас надо будет все это дело отмыть. И можно готовить блюдо по специальному рецепту. Для этого мы сегодня... Рыба наконец найдена, поэтому мы спускаемся чуть ниже и оказываемся на дне древнего моря, где и в наше время протекает река. Символичная локация для приготовления той самой ухи, к которой мы шли целый день, превозмогая все палеонтологические трудности. Если вы подумали, что мы просто сварим камень, ну, не в этот раз. Уху мы сделаем из найденного батриолеписа и классического и всем знакомого сама. Такой рыбный набор выбран неспроста. У этих рыб очень много общего, несмотря на то, что их разделяет пропасть в 350 миллионов лет, ну или около того. Да, не обрати внимание на существенное сходство панцирных частей. Да, соответственно, и здесь мы видим ярко выраженную форму с интересной скульптурой, и здесь. Да, вот такой конус сужается, и вот этим конусом рыба разрезала толщу воды. Несмотря на больше чем 300 миллионов лет эволюции, мы наблюдаем вот такую вот закономерность в развитии всего живого. Многое, короче, взяла отсюда, да, вот это вот catfish. Многое наш сомик перенял у батриолеписа. Да, и обратите внимание, что сом на сегодняшний день это рыба, которая наиболее четким образом скопировал черты той самой древнейшей истории. Ага, а крокодилы, они помоложе? А крокодилы развивают ветвь рептилоидов, да, скажем так. Ну и что получается? Какой вывод можно сделать? Что, отправляясь на рыбалку в устье Волги, куда-нибудь в Астраханскую область, мы можем поймать вот буквально самого настоящего свидетеля вот этой эволюционной ветки, самого наследника батриолеписа. Насыщенного. То есть это говорит о том, что выбранная форма батриолеписом, да, она удачная, потому что спустя 300 миллионов лет, собственно, она не сильно изменилась. Только вот развел глазки по бокам. Да, нормал тюнинг, да. Единственное, от хищников сзади посмотреть, кто меня кусает. Да, и вот такие силиконовые штучки появились. А у этих не было таких, да? А вот здесь сложно сказать, но на самом деле один из главных принципов наук о Земле, принцип актуализма. Гласит он следующее, что настоящее ключ к разгадке прошлого. И глядя на сегодняшнего сома с такими усами, мы можем предположить, что у, скажем так, предка этого сома могли быть такие же усики для ориентации в пространстве. Ты так убедительно жестикулируешь с кишками сама на руке. Я не буду спорить с тобой. Ништяк. Но мы в итоге сегодня готовим уху из доисторической рыбы. Мы сейчас возьмем вот эти чешуйки, сварим с ними бульон, также добавим сюда современного сома чисто для вкуса. И забацаем уху. Для этого все это затевалось сегодня. Не иначе. Да, давайте пробовать. Кайф. Вот, собственно, главный ингредиент, ради которого мы сегодня копались в глине, это вот эти вот чешуйки. Они должны дать особый навар спустя 360 миллионов лет. 360 миллионов лет настаивались в земле, впитывали самую такую вкуснячку, и мы сейчас определим их в наше блюдо. Ну и мясо, наверное, надо закинуть. Она там еще бурлит вовсю, вы посмотрите. Ну и финальный штрих, собственно, для каждой... Горячо. Ну и финальный штрих для любой рыбацко-походной ухи нам понадобится горелое поленцо. Ну так, чисто для вкусца. И я могу сказать, что мы готовы пробовать. Первый раз готовлю суп из 7 девонских рыб. А пока мы не начали подчивать вот это явство прекрасное, Андрей, у тебя же видос вышел довольно интересный на канале. Совершенно замечательный видос. Мы проверили легенду
о том, как японским мечом рубят пулемет. Разрубили в итоге? Ну, блин, вы это увидите на канале. Не будем спойлерить, да. Я думаю, многим будет интересно. Приходите, зацените. Спасибо. Ну что, приступим, пожалуй. Давай. Я вот тут одну пластинку вынул, она сохранилась. У тебя вроде такая же была, да? Да, вот она у меня в ложке. Будем. С комарами у нас Давай. тут уже уха. Опа. Все, бам-бам. Немного глины тут на ней. Ну ладно. Вторая жизнь Батриолеписа. Я это так называю. Надеюсь, что в первую жизнь он был менее песочный на вкус. Да. Потому что окаменелости сохранились-то... Я не могу, короче, это пиздец. Жестко, это считай как... Ну, ты просто кусок карбонатной породы какой-то. Из известняка кусок отколупал, хаваешь. В целом так и есть, в общем. На зубах осталось. Итак, как уха? Минерализировалась. Я чувствую, прям у меня кости крепче будут. И с утра будет отличный стул. Можно будет сложить его в шкаф, например. Ну что, я вам хочу сказать, уха получилась замечательной. Дивонские эти ваши рыбы вкусные. Только когда живые, они повкуснее. Это кайф. Комары, блядь. Река, она же Сясью называется от того, что это по-вепски комар. По-вепрски? По-вепски нам говорил умственный человек по-вепски. Ну, по-вепски, типа в интернете, да? Типа здесь должны жрать нас комары. А сом, кстати, вкусный, разварился. Зря мы его убили, конечно, таким зверским способом. Но У меня сердце аж заболело. Нет, это сом провалился. Так что всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы узнали что-то сегодня новое, так же, как и мы. Большое спасибо Андрею, что позвал на это мероприятие. Было интересно. Не пропустите следующие видосы, как обычно. всем пока. Покеда.